Всем привет, я Андрей Машуков, канал Подхват Мото. Подписывайтесь, здесь честно о мотоциклах без воды. Сегодня тема, которая буквально взрывает мозг. Потому что, когда я это скажу, большинство из вас не поверит. Готовы? Чтобы повернуть направо, ты толкаешь руль налево. Чтобы повернуть налево, толкаешь направо. Это не шутка, это физика. И это называется контрруление. Я слышу, как вы говорите: да ладно, я просто наклоняюсь. Нет, вы делаете контрруление, просто не осознаете этого. Каждый раз, на каждом повороте, с первого дня, как сели на мотоцикл. Давайте сначала разберем все силы, которые действуют на мотоцикл, и пилота в повороте, потому что без этого контрруления просто магия, а с этим чистая физика. Когда мотоцикл едет прямо, на него действует одна основная сила – гравитация, вертикально вниз, все просто. Как только ты входишь в поворот, картина резко усложняется. Сила первая – гравитация. Никуда не делась, тянет систему пилот плюс байк вертикально вниз. Это твой враг при наклоне, она хочет уложить мотоцикл на асфальт. Сила вторая – инерция или центробежная сила в системе отсчета пилота. Байк движется по дуге, значит, он постоянно меняет направление. По первому закону Ньютона тело хочет продолжать движение по прямой. Эта инерция тянет тебя и мотоцикл наружу поворота. Чем выше скорость и чем острее поворот, тем сильнее. Это твой второй враг. Сила третья – центростремительное ускорение. Это та сила, которая фактически поворачивает байк. Она направлена внутрь поворота и равна масса умножить на скорость в квадрате, деленная на радиус поворота. Именно ее создает трение покрышки об асфальт. Нет трения, нет поворота. Это аксиома. Сила четвертая – нормальная реакция дороги. Она поддерживает байк снизу. При наклоне меняется ее направление и распределение между колесами. Поставьте лайк, если тема полезная, очень помогает каналу. И подписывайтесь на Подхват Мото. Теперь про баланс этих сил. В установившемся повороте постоянная скорость, постоянный радиус, система находится в равновесии. Гравитация и инерция создают суммарный вектор силы. Этот вектор должен проходить точно через пятно контакта покрышки с дорогой. Если он не проходит, мотоцикл либо падает внутрь, либо уходит наружу. Угол наклона определяется только скоростью и радиусом поворота. Формула. Тангенс угла наклона равен скорость в квадрате, деленная на радиус, умноженная на ускорение свободного падения. Это математика, не ощущение. Теперь самое интересное. Как свешивание влияет на эти силы. Когда ты смещаешь тело внутрь поворота, ты смещаешь общий центр масс системы внутрь. Суммарный вектор силы не меняется, он по-прежнему определяется только скоростью и радиусом. Но поскольку центр масс сместился, мотоцикл может ехать более вертикально при той же скорости и том же радиусе. Это ключевой момент. Свешивание не добавляет тяги и не меняет нагрузку на покрышке. Оно позволяет байку стоять более вертикально, а вертикальный байк – это больший клиренс до асфальта, большее пятно контакта покрышки, более предсказуемое поведение при ошибке. Именно поэтому гонщики свешиваются внутрь на треке при высоких скоростях. Не для красоты, для клиренса и управляемости на пределе. И именно поэтому в городе на низких скоростях глубокое свешивание внутрь лишнее. Вектор сил там небольшой, клиренс не ограничен, зато ты теряешь обзор и контроль. Теперь про трение и концепцию Traction Circle круга сцепления. Это одна из самых важных концепций в мотоспорте. Представь круг. Это весь запас сцепления твоей покрышки. Он конечный. Ты можешь тратить его на разгон, это одна часть круга, или на торможение другая часть, или на боковые силы в повороте еще часть. Но суммарно ты не можешь выйти за пределы этого круга. Тормозишь в повороте, часть сцепления уходит на торможение, часть на поворот, суммарная нагрузка на покрышку растет. Выйдешь за пределы круга, покрышка срывается. Это закон. Вот почему резкое торможение в повороте так опасно. Ты уже используешь большую часть круга сцепления на боковые силы, добавляешь торможение и выходишь за предел. Переднее колесо складывается или заднее уходит в слайд. Именно поэтому Кейт Кот, основатель California Superbike School, обучивший 150 тысяч райдеров, говорит: все торможение должно быть завершено до входа в поворот. В повороте плавное управление газом, не тормоз. И вот мы возвращаемся к контррулению. Все это, баланс сил, вектор, круг сцепления, управляется одним инструментом – углом наклона.
а угол наклона инициируется контррулением. Крутящееся переднее колесо – это гироскоп с угловым моментом. Когда ты толкаешь правую рукоятку, создаешь момент силы. Гироскопическая прецессия переводит этот момент на 90 градусов. Байк наклоняется вправо. Одновременно переднее колесо уходит чуть влево, создается боковая сила трения, и она, действуя на высоту центра масс, создает основной момент наклона. Научные исследования показывают, что гироскопическая прецессия дает только 12% от суммарного момента наклона, 88% боковая сила трения от выкатывания колеса. Как только байк достиг нужного угла, Camber Thrust, тяга развала округлого профиля покрышки, ведет его по дуге. 3 механизма, 3 силы, 1 инструмент, толчок рукоятки. На скорости выше 15-20 км в час это единственный эффективный способ инициировать поворот. Именно поэтому контрруление преподают во всех мотошколах мира, от Motorcycle Safety Foundation до California Superbike School. Как почувствовать прямо сейчас? Выйдь на пустую дорогу. На скорости 40-50 км в час положи ладонь на правую рукоятку и слегка толкни вперед. Байк уйдет вправо, без наклона тела, без смещения веса, просто от толчка руки. После этого ты никогда не будешь ездить как раньше. Напишите в комментариях, вы знали об этом или сейчас мозг взорвался. Читаю все, всегда отвечаю. Подписывайтесь на Подхват Мото. Я Андрей Машуков. Езди умно. До встречи на дороге.